Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много интересной и очень полезной информации. Тема сегодняшнего видео – как другие люди могут вдохновить вас. Эту тему мы рассматриваем сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. И сейчас мы в этом видео рассмотрим вопрос, как вдохновение помогает нам реализовывать наши планы, как вдохновение помогает нам от эмоционального выгорания. И обязательно ставьте лайки под нашим видео, нажимайте кнопку «Поделиться». Эти действия помогают нам органически продвигать наше видео. Итак, колесо жизненного баланса Long Swim представляет собой сферу из 8 направлений для того, чтобы мы могли по каждой из этих сфер поставить свои задачи на год. И по мере того, как мы начинаем эти задачи или цели формулировать, это определенный этап работы, а потом мы эти цели стараемся претворить в жизнь. Очень важную роль играют наши состояния. Эту сейчас информацию я рассказываю для тех, кто это видео смотрит впервые. Таких на нашем канале достаточно много, более 40% людей смотрят наше видео не по подписке, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте свою историю успеха или просто в комментариях можете написать о своей жизненной ситуации. Мы вашу жизненную ситуацию постараемся разобрать сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. Это поможет вам сформулировать свои цели более точно и попробовать реализовать с нами свою цель. Это тоже важный элемент. Именно с этих небольших изменений начинается шаг к более насыщенной и плодотворной жизни. Еще раз напомню, что миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. И мы сейчас все вопросы, которые есть в нашем видео, рассматриваем сквозь призму практических задач, которые есть, сквозь призму тех задач, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это наша рутина, это наше стремление к долгосрочным целям, краткосрочным целям, поэтому очень важно, чтобы вы давали обратную связь, какие темы вам будут интересны. А сейчас я возвращаюсь к теме сегодняшнего видео, как другие люди могут вдохновить вас. Если мы находимся в состоянии 4-8, то есть в состоянии действия, через некоторое время, через месяц или через 2 у нас может наступить состояние эмоционального выгорания, когда вы понимаете, что время, отведенное на отдых, нам не дает той энергетикой, которая есть, которая была, той энергетики, с которой мы начинали стремление к своим целям. И один из важных моментов, который мы будем использовать в колесе жизненного баланса, этот элемент называется вдохновением. Что такое вдохновение? Вдохновение – это такое состояние, инсайт, которое позволяет вам более четко увидеть свою цель. То есть для этого вы можете поменять формулировки своих целей. В каждой сфере у вас есть какая-то одна глобальная цель, то есть это то состояние, к которому вы стремитесь. Я еще раз напомню, что всегда нужно стремиться к определенному более высокоэнергетическому состоянию. Самое высокоэнергетическое состояние – это состояние 8-10. И в состоянии 8-10 все наши проблемы решаются в 2, в 3, в 4, 5 раз быстрее, чем эту проблему мы бы решали в состоянии 0,4. И если мы говорим о нашей сфере, которая очень сильно влияет на нас, это сфера окружения и друзья. Вот в этой сфере мы сейчас будем рассматривать более подробно, какие люди могут вдохновить вас. И еще раз возвращаемся к теории колеса жизненного баланса Long Swim. Самая главная сфера, которая определяет наши взаимоотношения с нашим ближайшим и дальним окружением, это наши жизненные принципы. И наши жизненные принципы находятся в сфере духовный рост и творчества. Поэтому всегда, когда вы чувствуете, что вы теряете какое-то свое вдохновение, свой темп жизни, вы погружаетесь в состояние эмоционального выгорания, сразу начинаете работать со сферой духовный рост и творчества. И сейчас я пошагово расскажу, что нужно делать. Всегда старайтесь продиагностировать колесо жизненного баланса, то есть свои цели, к которым вы стремитесь. Продиагностируйте это один раз для того, чтобы вы поняли, что
цели остаются актуальными. Второе, продиагностируйте колесо жизненного баланса своего любимого человека с тем человеком, с которым вы находитесь постоянно в контакте, как он вас вдохновляет, потому что самый близкий человек, он, в принципе, по идее, и должен вас вдохновлять больше других. Такое в жизни бывает достаточно часто, но если вы попали в ту категорию, когда ваш близкий человек не стимулирует вас, не вдохновляет, давайте эту ситуацию разберем. Для того, чтобы улучшить взаимоотношения с вашим любимым человеком, самым близким, это сфера семья и отношения, вам нужно проработать свою сферу яркость жизни, а что вас вообще радует, насколько вы счастливый человек. Есть отдельный плейлист, посвященный яркости жизни, сфере яркости жизни, и там все подробно рассказано. Если вы хотите какой-то краткий вывод, если у вас достаточно времени для того, чтобы вы были в высокоэнергетическом состоянии, то есть вовремя отдыхали, вовремя переключались между режимом напряжения, работы, усилий, вдохновения, то это сфера яркость жизни. Самый большой контакт у вас будет с вашим любимым человеком по сфере яркость жизни. И если вы начинаете диалог, вы всегда можете начать его со следующих слов. Меня вдохновляют такие-то вещи. Я отдыхаю в такой-то, такой-то атмосфере. Мне нужен отдых с такой-то, такой-то периодичностью. И давай попробуем этот отдых сделать совместным для того, чтобы у вас были одинаковые ощущения от этого отдыха. Цель проработки сферы яркость жизни в любом месте, где вы находитесь, это место делать наполненным энергетикой. То есть не вы идете в место, где вы наполняетесь энергетикой, а вы приходите и к такому состоянию, что где бы вы ни находились, ваша энергетика всегда восстанавливается достаточно быстро. Это еще один способ понять себя, понять свои нюансы, и за 1-2 года практики колеса жизненного баланса вы к этому состоянию постепенно придете, потому что узнавать себя с разных сторон – это такой кропотливый труд, можно сказать, он ежедневный, и колесо жизненного баланса Long Swim, оно помогает вам своими теоретическими навыками. Мы в своих видео стараемся делать практические разборы ситуации, и один из практических разборов этой ситуации – это вот сегодняшнее видео. После того, как вы проработали сферу яркость жизни и говорите своему любимому человеку о том, как вы восстанавливаетесь, мы прорабатываем сферу жизненных принципов. Все ли друзья-единомышленники, которые вас окружают, они соответствуют вашим жизненным принципам. Если у вас с вашим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной разные жизненные принципы, то такое тоже может быть. Это не повод для расстройства, это всего лишь то разнообразие жизни, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Тогда вы просто берете, более подробно рассматриваете принципы, по которым вам удобно взаимодействовать с людьми, пишите характеристики тех людей, которых вы готовы слушать, от которых вы готовы услышать вдохновение. Самое главное, что рекомендует колесо жизненного баланса Long Swim, это всегда старайтесь держать контакт с теми людьми, которые часто находятся в состоянии 8-10. У этих людей уже все давно проработано, давно структурировано. Этап хаоса для них уже давно пройденный этап. Они с вами могут поделиться своей историей успеха, как они к этому пришли. Это всегда проработка сферы, связанная с обучением, называется эта сфера личностный рост. И у людей 8-10 можете спросить, где они учились, какие книги подтолкнули их к таким инсайтам. И это такой вот фундаментальный рывок, когда вы можете искать людей, которые дарят вам вдохновение сознательно. Если вы среди своих друзей и окружения не можете зайти со стороны людей, которые вас вдохновляют, вы идете в обратную сторону, вы ведете перечень людей, которые тянут из вас энергетику, то есть после общения с которым вы чувствуете, что вас не мотивировали, а наоборот с вас вытянули энергию. Такое тоже может быть. Есть люди, которые своими проблемами буквально заполняют всю атмосферу. Это значит, что люди, с которыми вы общаетесь, они находятся в состоянии 0,4, очень низком энергетическом состоянии, они переполнены эмоциями, без желания чего-то делать или без мотива что-то делать. Соответственно, вы в лучшем состоянии находитесь в состоянии 4-8, они от вас ищут поддержки, но поскольку у вас не хватает знаний, этот разговор вас истощает. Как только вы будете находиться в хорошей теоретической подготовке, общение с этими людьми приведет вас к более рациональному взаимодействию, когда люди от вас получат необходимую поддержку. То есть вы можете им в 2-3 словах объяснить, с чего можно начать изменения в их жизни. Вы выразите желание и
расскажете, какие у вас есть возможности для того, чтобы поддержать этих людей. Таким образом, вы уже через наставничество можете вдохновлять других людей. И вот эта вот сама стадия наставничества, она вас тоже вдохновляет, потому что здесь важно не то, насколько вы сильно помогли человеку, а как вы задействовали свой мотив получить вдохновение через помощь другим людям. Вот это первый, самый главный принцип, как другие люди могут вдохновить вас. То есть, первое, пройдите фазу наставничества, попробуйте помочь другим людям, и вы заметите, что вы сами будете наполняться этим вдохновением. Второй, самый главный по результативности шаг – это общаться чаще с людьми, которые находятся в состоянии 8-10, я об этом уже говорил. И третий шаг, когда мы уже сознательно находим тех людей и чаще общаемся с теми людьми, у которых у нас общие жизненные цели. Если вы посмотрите на свою сферу друзья и окружение, вы увидите, что, в принципе, есть люди, которые имеют схожие с вами жизненные навыки, имеют схожие цели. Ну, допустим, вы хотите построить дом, есть люди, которые, ваши соседи по участку, тоже хотят построить дом. С ними вы объединены одной общей целью. Вы там в 1 год можете закончить строительство этого дома, ремонт, переезд и так далее. Есть люди, которые вместе с вами работают, это ваши коллеги, которые тоже хотят поднять свой профессиональный уровень и так далее, так далее, так далее. То есть, когда вы работаете по 3 направлениям, у вас складывается очень яркая картина того, что вы не распыляете свое время на тех людей, которые ждут от вас помощи. Вы, наоборот, общаетесь с теми людьми, которые находятся в схожей с вами ситуации. И вот такие вот 3 простых шага помогают вам получить от других людей вдохновение. Как долго длится вдохновение и зачем нужно вдохновение? Вдохновение вам нужно для того, чтобы вы переосмыслили свое состояние, не задержались в состоянии эмоционального выгорания. Состояние эмоционального выгорания наступает тогда, когда вы перестаете заниматься своим любимым делом, перестаете гореть своей любимой идеей. Поэтому из эмоционального выгорания мы выходим в течение 2-3 дней, когда мы переосмысливаем свои цели или подтверждаем свои цели, или переносим сроки реализации своих целей. Задача этой работы, выхода из эмоционального выгорания, сберечь ту вот колоссальную утрату эмоциональных сил, эмоциональной энергии. Поэтому прорабатываем при эмоциональном выгорании нашу сферу здоровья и спорт. Почему? Потому что в здоровье и спорт вы теряете фокус на проблематике, и вы ищете возможности решения этой задачи. Иногда инсайт во время физической подготовки рождает какое-то вот то уникальное единственное действие, которое вас приводит к желаемому результату. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео, как другие люди могут вдохновить вас. Я 3 фактора уже рассказал. У кого есть своя история успеха, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам удалось справиться с ситуацией, когда вы потеряли вдохновение. Расскажите о своей истории успеха, когда вы вдохновляли других людей. На основе ваших комментариев мы запишем отдельное видео. Почему? Потому что колесо жизненного баланса LongSwim построено по принципу таблицы Менделеева. У нас есть определенные закономерности. Мы ищем примеры из реального рынка, от реальных жизненных историй. И цель нашего YouTube-канала – помочь вам найти единомышленников, потому что единомышленники помогают нам приближаться к нашей заветной цели. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». У вас все получится. Я в вас верю.